Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Cooking Time. На кухню Cooking Time мы с вами сейчас еще перейдем. Начать захотелось здесь, во всем этом весеннем, солнечном. И в связи со всем этим весенним хочется чего-то такого красивого, освежающего. Но это не значит, что в любое другое время нельзя радовать себя вкусным, весенним, красивым блинным тортом. Следите за руками. Поехали! Для приготовления теста, блинного теста, в этом случае хорошо бы использовать какой-нибудь блендер, миксер. Нет техники, не страшно, можно делать все венчиком и руками. Тоже получится. Первым делом в стакан блендера я заливаю всю жидкость, добавляю теплую воду, чуть теплую воду и теплое молоко. Не горячее, а чуть теплое, чуть выше комнатной температуры. Яйца комнатной температуры. Растопленное в микроволновке или на плите сливочное масло. Дайте ему остыть, прежде чем добавлять к остальным ингредиентам. Ванильный экстракт, чтобы сделать блинчики еще вкуснее и ароматнее. Если нет ванильного экстракта у вас, не страшно, можете просто часть сахара, который будете использовать в рецепте, заменить ванильным. Следом за жидкими ингредиентами в стакан я добавляю сахар. Обязательно немного соли для баланса вкуса и лучшего качества теста. Чтобы сделать слои будущего торта, блинчики, более солнечными, я добавляю совсем немного куркумы. Но совсем чуть-чуть. Нет, не будет никакой горечи, если не переборщить с количеством. В общем, немного куркумы. И в самую последнюю очередь я добавляю в стакан или в чашу, что вы там будете использовать, муку. Пшеничную муку. И теперь... Вы догадываетесь, все это необходимо вжихнуть как следует до абсолютно однородной смеси. Переливаем смесь в какую-нибудь чашу, дополнительно пропуская через сито, чтобы не было никаких комочков. Закрываем чашу крышкой или пленкой пищевой и убираем в холодильник. Минимум на час, можно оставить на несколько часов, можно в принципе оставить и на ночь, и выпекать на следующий день. Тесто должно хорошенько отдохнуть и охладиться. И как всегда, друзья, небольшое напоминание, пожалуйста, не забывайте про свои драгоценные лайки. Можете поставить его в конце, если понравится видео, а можете сейчас авансом, а потом, если не понравится что-то, заберете. Каждого я за эту поддержку бесконечно благодарю. Продолжаем. Перед тем, как непосредственно уже делать блинчики, достаньте смесь из холодильника заранее, дайте ей немного отойти при комнатной температуре. Перед выпеканием теста обязательно хорошо перемешиваем. Сковородку ставлю разогреваться я на средний огонь. И когда она разогреется, убавляю огонь до небольшого. И перед самым первым блинчиком я смазываю сковородку растительным маслом тонким-тонким слоем и только один раз. И начинаем медитативный процесс выпекания стопки блинчиков. Блины не должны здесь сильно подрумяниваться, они должны быть лишь слегка прихвачены румянцем, должны как раз вот не жариться, а выпекаться. Важно, чтобы блинчики при этом хорошо пропекались, не оставались сырыми, именно поэтому огонь должен быть небольшим. Когда видите, что края начинают отходить и подрумяниваться, время блинчик переворачивать. Переворачивать проще руками, просто вот так слегка поддеваете лопаткой и переворачиваете блинчик на другую сторону. Готовые блинчики складываем стопочкой и сверху эту стопку накрываем пищевой пленкой, чтобы края блинчиков не пересыхали, чтобы потом проще было вырезать из этих блинчиков идеальные коржи. Каждый раз перед выпеканием очередного блинчика смесь обязательно перемешивайте. Ну и старайтесь выпекать блинчики потоньше. Вообще блинчики, вот эту вот стопочку можно напечь и заранее, а собирать торт с кремом уже на следующий день. Но в этом случае хорошенько все блинчики вот прям стопочкой. Что здесь у меня такое происходит? Контроль качества. Давай. Всю стопочку хорошенько упакуйте в пленку, вот прям оберните со всех сторон, чтобы там ничего не пересыхало. Ну и кроме того, это также поможет дополнительно смягчить те самые хрустящие краешки, которые здесь нам совершенно не нужны. Вот такие получаются тоненькие, совсем не жирные, эластичные, но при этом очень нежные блинчики. Чтобы сделать тортик еще привлекательнее, внешне аккуратнее, я обрежу неровные края блинчиков с помощью кольца. Порционно маленькими стопочками по 5 блинчиков. Выравниваем все, помещаем кольцо
И с помощью острого ножа в одно касание стараемся, чтобы ровнее получилось. По внутреннему краю я обрезаю все блинчики. Поместили кольцо сверху, прижали слегка и острым ножом в один раз вот так вот проходимся по внешнему кольцу края. Тыц-пыц, тыц-пыц, и готово. Вот такая получилась стопочка аккуратных, нежных блинчиков, будущих коржей для торта. Обрезки не выкидываю, собрал их в контейнер, закрываю его крышкой, чтобы они там не пересыхали, и потом придумаю, что с ними делать. Вы в комментариях можете покидать идеи, куда можно это пустить. Коржи готовы, осталось приготовить крем. Ну и всем известно, одно из самых удачных сочетаний с блинами – это сметана, поэтому крем у меня будет вкусный, сметанно-ванильный. Нужна сметана, в чашу ее. Ну и чтобы не получились просто блины со сметаной, мы все-таки торт готовим, десерт, нужен сладкий крем. Лучше использовать именно сахарную пудру, если нет, возьмите мелкий сахар. И еще вкуснее и ароматнее крем сделает ваниль. Можно использовать ванильный экстракт или ванильную пасту. Я буду использовать ваниль из стручка. Разрезаю стручок пополам, выскребаю семена тщательно до последнего зернышка. Стручок я ни в коем случае не выкидываю, я его помещаю обычно в баночку с сахаром, и сахар становится волшебно ванильным. Миксером все это превращаю в однородную смесь сметанно-ванильную. Сначала на небольшой скорости, чтобы не рассыпать сахарную пудру по всей кухне, а затем скорость увеличиваем и хорошенько все смешиваем. Для того, чтобы крем стал еще более вкусный, еще более сливочный, в то же время, чтобы добавить ему стойкости, я добавляю холодные жирные сливки и уже со сливками взбиваю в густой, стойкий, вкусный крем. Крем перед использованием лучше слегка охладить дополнительно, ну хотя бы на 20 минут в холодильник. Ну и остается дело за малым – соединить блинчики с кремом. Берем какую-нибудь тарелку или подставку для торта, помещаем ровно по центру первый солнечный блинчик. Да, остальную стопочку держите под пленкой, потому что блинчики очень тонкие и нежные, и краешки их достаточно быстро пересыхают. Сверху выкладываем крем и распределяем его по всему блинчику с помощью лопатки. И сверху закрываем все следующим блинчиком, ровно его помещая сверху. Крем старайтесь распределять ровным слоем, чтобы тортик не перекособочило. Слой крема, ну где-то плюс-минус в толщину самих блинчиков. И вот так со всеми блинчиками. Распределяя крем, уделяйте внимание обязательно краям тортика, чтобы там крема было достаточно, иначе крем получится такой горкой сверху. Если дома тепло и крем быстро становится таким слишком подвижным, его можно поставить в холодильник ненадолго охладиться. В качестве крема для этого тортика можно использовать все, что угодно. Это может быть заварной крем, крем-дипломат, муслин. Можно интегрировать туда лимонный курт. У меня тут остается буквально пара блинчиков, я уже не буду готовить ради них дополнительную порцию крема, хотя вы видели, он делается очень просто, быстро. И если вдруг не хватило, всегда можно довзбивать. В процессе проходитесь вот так вот по краям, чтобы опять же тортик получился максимально аккуратным. Сверху последний блинчик я ничем не покрываю, у меня на верхушку другие планы, но до этого тортику нужно дать постоять в холодильнике, чтобы все это охладилось, крем стабилизировался, чтобы тортик стал более устойчивым. Видите, он сейчас такой шатучий, на 2-3 часа в холодильник. Для декорирования торта у меня здесь взбитые сливки, просто холодные жирные сливки, взбитые с небольшим количеством сахарной пудры. Также у меня здесь лимонный курт, хорошо вам знакомый лимонный курт, который мы неоднократно на канале готовили. Есть на канале уже не одно видео с этим рецептом, ссылочку на последнее обязательно оставлю в описании. Ну и для большей свежести, для большей весенности, красоты и вкусноты добавлю свежую ягоду. У меня малина, можно использовать клубнику, блюберику, что там у вас сейчас под рукой имеется. Можете взять кусочки фруктов. А можете ни ягоду, ни фрукты не брать, и так будет вкусно. В общем, там уже включайте свою фантазию. Тортик охладился, видите, такой устойчивый стал, не дрыгается, все там хорошо стабилизировалось. С декорированием возможны варианты. Вы можете
оставить вот эти вот бока тортика открытыми, голыми, чтобы все видели, сколько там слоев у вас в тортике имеется. А можете скрыть это за слоем тех самых взбитых сливок. Так вот лопаткой, мазками на бока тортика, лопаткой разравниваю. И вот так вот легким движением руки все слои скрыты. И теперь будут сюрпризом при разрезании. Сверху я наношу лимонный курт и распределяю его лопаткой таким солнечным ярким слоем. Немного взбитых сливок сверху с помощью мешка и насадки. И, наконец, свежие ягоды. Много ягод здесь не бывает. Несколько листиков мяты сверху распределить, чтобы дополнить свежесть весенней картины. И цедра лимона, вот буквально чуть-чуть на малину, на сливки, желтую часть, для того, чтобы эту свежую весеннюю картину завершить. И вот такая вот получается весна в виде торта. Очень просто, в то же время очень уютно, красиво и аппетитно. Да, и вкусно. Безусловно, это очень-очень вкусно. Пора нарезать и наслаждаться. Ух, какой он нежный, прям ножом чувствуется. И какой красивый. А какой он вкусный. Нежнейшие, просто тающие тонкие блинчики, сметанный крем. Так все это хорошо объединил. Сметана дает только такую легкую кислинку в сочетании с ванилью и сливками. Это какая-то отдельная сливочно-ванильная песня. Ну и, конечно, вот эта нотка лимонного курда. Это полнейший улет. Если хочется отрезать совсем тоненькие кусочки, то торту нужно дать как следует охладиться, хорошо стабилизироваться. Прям вот на ночь можно оставить его в холодильнике, и тогда можно будет отрезать такие аккуратные, эстетичные, тоненькие, совсем тоненькие кусочки. О, ну это же счастье какое слоистое, да? Какой нежнячий. Тут еще сюрприз. Он прям растаял во рту. Как так? Только что я порадовался, что я что-то ем, а его уже нету. Это неприлично. Надо еще. Масса вкусов. Тут у тебя и пожалуйста, и курт лимонный, и малина, и все. Всем срочно надо. Само собой, весь торт мы сразу не съедаем. Я, как всегда, такие десерты порционно замораживаю, нарезаю кусочками, заворачиваю в пленку и убираю в морозилку. Размораживать через холодильник. И так можно радовать себя долго, когда захочется тортика. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки, пожалуйста, не забывайте. Комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. И приводите сюда своих друзей. Чем нас здесь будет больше, тем видео с рецептами будут выходить чаще. Всем желаю всего самого хорошего, доброго, обязательно вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока.